Фотография умерла, снимай видео. Фотография не может меня прокормить и утолить мои амбиции. И как только я начну давать рекламу, ко мне попрут толпы клиентов, нанимать больше людей, развиваться как бизнес, как агентство. Но скажу вам честно, мне реально все равно. Привет, меня зовут Женя Красноок, я занимаюсь фотографией уже 16 лет, с 2009 года. 3,5 года назад я переехал на другой конец света, в Америку, и начал здесь заниматься фотографией снова. Не повторяй моих ошибок. В этом видео я расскажу, как оставаться на волне фотографической карьеры, не допускать ошибок и продолжать делать крутые фотки. Это моя машина, и сегодня у меня 2 фотосъемки, между которыми я расскажу все более подробно и более детально. Сейчас мне нужно ее немножко раскопать, может быть прогреть, чтобы этот весь снег свалился, и поеду на первую съемку. Самое первое, с чем я столкнулся, когда я начал заниматься фотографией в очередной раз, это мнение окружающих. Это первый такой момент, почему многие сдаются либо перестают делать на начальных этапах. Потому что нет поддержки. И что я слышал в свой адрес? В большинстве случаев это было: Женя, фотография денег не приносит. Женя, иди на трак. Я уже устал об этом говорить, что многие просто меня отправляли на трак. И где-то в какой-то мере я тоже прислушивался к этому и верил в это, да, что, действительно, наверное, уже фотография не то. Мне писали знакомые, что все, фотография не актуальна, на этом не заработать, иди учиться в программисты. Один человек мне говорил, что вот я пробовал заниматься фотографией, у меня ничего не получилось. А другой мне писал, что фотография умерла, снимай видео, а лучше всего иди в 3D-графику и Unreal Engine. За этим будущее. Фотография больше не нужна. Кто-то мне говорил, пробуй в маркетинге. Я начал пробовать маркетинг, да, но у меня был плохой английский. В Америке только работая с русскоязычными. И я попробовал работать с русскоязычными, но это не пошло, потому что там платить люди не хотели. Поэтому я, как человек, которому говорят, что у тебя не получится, стараюсь обычно доказать, что у меня получится. И вот я начал свой путь, я начал заниматься фотографией, не слушал окружающих. Было пару людей, моих друзей, которые живут здесь, в США, которые меня поддерживали, говорили, что у тебя все получится. И я смотрел на то, что у меня есть опыт в работе фотографом в Беларуси, у меня крутой бэкграунд. И эти навыки — это уже не ноль. Даже несмотря на то, что у меня нет английского, не было английского на тот момент, я мог чисто на опыте вывозить. Поэтому я рискнул, начал заниматься фотографией и все свое время и силы вкладывать именно туда. Потому что первое правило Евгения Красноока: куда смотришь, туда едешь. И все эти 3 года полностью мой фокус был на фотографии, как генерировать заказы, лиды и как их обрабатывать. А сейчас я еду на съемку к Александру Герчику. Мне нужно снять видео для него. Надеюсь, я выйду из этого сугроба. Я начал фотографировать в 2009 году, и уже в тот момент у меня было ощущение, что фотографов слишком много. Тогда я действовал со стороны интереса. Мне было интересно попробовать себя в фотографии. Я видел, что это растущий рынок, что есть спрос на фото. Через интерес входится гораздо проще и гораздо легче. Я начал изучать фотографию, я купил свою первую камеру, насколько я помню, это был Canon 40D с объективом 17-85, который я в ближайшее время потом поменял на 24-70. Я просто сам изучал какие-то учебники, какую-то литературу, пошел на свои первые курсы при Академии искусств, но понял, что мне это неинтересно, и я все, что там начали рассказывать, я все это уже изучил сам по учебникам и каким-то статьям. Вот они вернули деньги, я пошел дальше сам. И уже в течение первых полугода я пробовал, ходил, фотографировал своих друзей, фотографировал какие-то репортажи. На тот момент я был женат, моя жена работала в рекламном агентстве, и первые какие-то съемки я делал там. Причем это были съемки такие любительские, с промоутерами. Я возил их по ресторанам, они выполняли там свою работу. Я такой, окей, давайте я пофотографирую, как они работают для отчета. Мне платили $30 за 3 дня за то, что я их снимал. Но это было уже хоть что-то для портфолио. Именно так я начал получать свой какой-то первый опыт и зарабатывать какие-то первые очки в фотосъемках. И на тот момент казалось, что количество, какие-то уже зацепы появились, съемки уже какие-то начинаются. Казалось бы, бери, снимай, все просто, все работает. Но на самом деле все не так просто.
как рассказывается во многих учебниках или рассказывают многие мотиваторы, то на реализацию себя в каком-то деле необходимо 3 года. Вот через 3 года я уже был фактически на пике своей карьеры в 2014, даже, наверное, 2013 году. Вот был реально пик, когда я в декабре, хорошо помню, сделал, по-моему, 54 съемки. И я заработал тогда на тот момент огромное количество денег. Это было что-то около $4000. На тот момент даже айтишка столько не зарабатывала. Это было очень круто. Но вместе с этим, с большим количеством работы, количеством заказов приходит эмоциональное выгорание, после которого ты вынужден приводить себя в порядок. И это то, что у меня случилось, наверное, сейчас тоже. В тот момент в Беларуси я начал заниматься другими проектами, и фотография начала уходить на второй план. Но такое ощущение, что это был мой осознанный выбор, что нужно двигаться куда-то дальше. Фотография не может меня прокормить и утолить мои амбиции в развитии, в бизнесе, в развитии личностном. Да, круто зарабатывать 4000, да, круто быть свадебным фотографом на протяжении 10-15 лет, но мне всегда хочется чего-то больше и двигаться дальше. Мне скучно заниматься рутиной. То же самое, что у меня происходит сейчас. Я сделал 1000 съемок за 3 года, 1000 съемок. Я сам даже не верю в эту цифру. На данный момент мне достаточно сложно взять фотосъемки, поэтому мне приходится отказываться. Да? Когда я чувствую, что я готов снять 2-3 съемки в неделю, то я беру их. И я стараюсь уменьшить количество фотосъемок дешевых и брать только дорогие за 2000, за 1500, вместо того, чтобы брать больше по 500. Потому что тяжело эмоционально. Каждая съемка ты вкладываешься, ты работаешь с людьми, коммуницируешь, готовишься. И все это приводит к эмоциональному выгоранию. Поэтому если вы идете в индустрию, связанную с творчеством, и при этом ваше творчество должно приносить вам деньги, вы должны этим зарабатывать, то я бы не пытался покорить сразу все горы. На все нужно время, нужно эмоционально быть готовым к тому, что ты работаешь с людьми и тратишь на них свою энергию. Эмоциональное выгорание — это не миф. Просто в один момент тебе не хочется ни фотографировать, ни работать, ни с людьми общаться. Поэтому стоит относиться к себе бережно и к своей работе с уважением. Как я начал ощущать выгорание? С каждым днем, с каждой фотосъемкой мне все меньше и меньше хотелось фотографировать и просто шел на фотосъемку как на завод. То есть, когда в самом начале начинал, то всегда это было фан, веселье, ты эмоционально вовлечен. Но когда у тебя 10 фотосъемок подряд, и они все одинаковые, это один и тот же ивент, и из года в год это повторяется, то это начинает напрягать немножко, да, и это начинает забирать ресурсы. Вот так вот и начал чувствовать, что просто не хочется ходить на фотосъемки. Всегда, когда я шел на съемку, и мне было либо волнительно, либо неинтересно, я старался себя как-то задрайвить. И даже сейчас, когда мне уже немножко поднадоедают мои энгейджменты, парные съемки, я просто иду и напоминаю себе, будет прикольно. Мне всегда прикольно взаимодействовать с людьми, общаться с ними, узнавать что-то новое о них, как-то познакомиться немножко, раскрыть. А если это еще такая сложная пара, то в конце всегда есть ощущение, что у меня получилось их раскрыть, получились реально крутые фотки из деревянных человечков, да, и это немножко вдохновляет. Я всегда стараюсь думать об этом, что я привношу что-то полезное, я делаю людям нужные вещи, они смотрят на свои фотографии через годы, делятся этими фотографиями с бабушками, дедушками, мамами, папами, и радуются все вокруг. И я начинаю думать об этом перед съемкой, перед сложной съемкой, либо когда у меня отсутствует желание, и это немножко дает мне энергии двигаться. Следующий момент, конечно же, нужно следить за балансом рабочей жизни и личной жизни, да, необходимо уделять время себе, спортивному залу, правильному питанию, правильному сну. Это в 20 лет я мог себе позволить спать по 3-4 часа. Сейчас это уже не работает. И когда образ жизни хреновый, есть алкоголь, злоупотребление жирным, сладким, это приводит к результатам. И это ухудшает самочувствие и мешает работать эффективно. И приводит к выгоранию. Но оказывается, что у фотографов, да и вообще у предпринимателей любого масштаба есть еще и внешние враги. Это конкуренты. Это я уже приехал в Квинс, райончик недалеко от Раковой. Рядом находится набережная, тут есть разные заливчики. И вот я еду в такой район, такая субурбия локальная, да, для Бруклина, для Квинса, наверное, немножко необычная. Там большие дома, рядом есть яхточки. Очень такая развитая жизнь, развитая инфраструктура. Ты как бы живешь в Нью-Йорке и немножко не в Нью-Йорке. Очень прикольное место, но я бы не хотел здесь жить. Насколько я вижу, вот в район, в который мы едем, к Александру, это такой достаточно богатый, дорогие дома там стоят, и я вижу, что там живут русскоязычные.
время только с ценными бумагами, не придал этому большое отношение. И внимание по одной простой. Как я уже говорил ранее, в начале моего пути, в 2009 году, когда я только начинал заниматься фотографией, реально было ощущение того, что фотографов много. Это что прям мейнстрим. И были вот эти вот мемы про то, что если человек упадет и ему будет плохо, то врача не найти, а кругом будут диджеи и фотографы. Сейчас это, конечно, в основном блогеры и SMM-менеджеры, да, но тем не менее количество фотографов продолжает расти, и конкуренция тоже продолжает расти. Начнем с того, что в Беларуси, когда я начинал снимать, я как-то очень плотно вошел вот по сарафану. Это то, чего здесь очень не хватает. То есть были друзья, были знакомые, которые узнали, что я фотографирую, и для них я стал фотографом. Если нужен фотограф, вот обратитесь к Жене. Таким образом, я как будто бы не чувствовал особой конкуренции. Скорее, вокруг меня были не конкуренты, а мои коллеги, и работы всем хватало. А здесь, когда я уже приехал в Америку, и с того момента, как я начал заниматься фотографией, прошло 13 лет, рынок, даже американский, очень горячий, очень прогретый. Здесь индустрия фотографии развита еще лучше, чем в Беларуси или в России. Здесь люди постоянно делают съемки, здесь огромное количество фотографов, как коммерческих, так и любителей, потому что доступность техники гораздо выше, поэтому, когда только я начинал входить в этот рынок, я понимал, что без рекламы, вообще никак. Пока ты нарастишь эту свою клиентскую базу друзей, знакомых, которые будут знать, что ты фотограф, при этом надо, чтобы они были в какой-то индустрии, типа маркетинга, продажах или еще где-то, где действительно нужны фотографии, пройдет очень много времени. Необходимо драться за своего клиента, необходимо вникать в маркетинг. Это одно из моих разочарований, которое получилось здесь, то, что фотограф не должен быть только фотографом, он еще должен быть и маркетологом, он еще должен быть продажником, он еще должен быть организатором фотосъемок. Я на это не подписывался, я хотел просто нажимать кнопочку, делать красивый кадр и все. Часто конкуренция на меня влияет очень сильно. Когда ко мне приходит запрос, я делаю предложение клиенту. И, соответственно, я понимаю, что с таким же запросом мой клиент приходит еще и к 2, к 3, к 4 фотографам. И я понимаю, что кто-то может предложить дешевле цену. Всегда можно найти дешевле. И вот здесь, когда ты получаешь отказ, это влияет. Кажется, что ты никому не нужен, кажется, что ты делаешь херню, кажется, что все зря. И денег заработать невозможно. Второй момент. Ты всегда видишь своих конкурентов, и они на виду, и всегда кажется, что твои конкуренты делают фотографии круче. И вот здесь нужно качать свою собственную уверенность, чтобы понимать, что ты делаешь хороший продукт. Необходимо продолжать двигаться дальше, продолжать строить свое портфолио, продолжать проявляться, давать рекламу, взаимодействовать с клиентом, смотреть, как можно улучшить коммуникацию, где можно сделать что-то по-другому, как можно завлечь своего клиента, чтобы такого ему предложить, чтобы он остался с тобой. И это была не только цена. Все важные моменты продвижения и работы с клиентами ты можешь узнать на моей консультации. Либо же ты можешь записаться на интенсив, который будет проходить в ближайшее время. Больше подробной информации ты можешь найти в моем телеграм-канале. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии. Самое дурацкое время в городе, когда трафик начинается, это когда школы закончились и поехали школьные автобусы. И этих автобусов огромное количество возле школ. Родители начинают также забирать своих детей со школ и высаживать возле дома, и это все стопорится. Это все происходит одномоментно. В 2:30 они начинают забирать возле школ, и в ближайший час начинается этот хаос с машинами, с автобусами. А сейчас я заскочу домой, перекушу и поеду на следующую съемку в Сити, и расскажу, в чем еще меня разочаровала фотография и как я это преодолевал. Когда я заново начинал фотографировать в США и решил сделать это своей профессией и инструментом заработка, самой большой проблемой здесь было то, что все не происходит мгновенно. Мои ожидания были нереально завышены. Я думал, что с первых дней, как только я начну давать рекламу, ко мне попрут толпы клиентов, и я буду делать по 10-15 съемок в месяц, а то и больше. Но на самом деле этого не произошло. Здесь мне пришлось начинать все с полного нуля. Социальные сети все на русском языке, все нужно переводить по
поисковики меня не видят, и это все занимает время. Я даже вот сегодня сел и спросил у чата GPT, а сколько времени нужно на то, чтобы там получить первые заказы с фотографии. Он написал мне от 1 до 5 недель. В реальности это может быть так. И я сталкивался с ребятами, которые приезжают сюда, и с первых недель у них есть уже заказы на фотосъемки, и они начинают развиваться, расти. Чаще всего эти заказы от знакомых. Либо здесь есть какая-то русскоязычная тусовка, украинцы, россияне, белорусы. Они там подтягивают друг дружку. Это нормально. В принципе, первые заказы можно получить из комьюнити. И, в принципе, я для себя на тот момент понял, что нужно двигаться вперед, и начал тоже пользоваться теми инструментами, о которых я рассказываю. Социальные сети. Именно там я нашел первого своего заказчика. Снимал там за $150 игру типа мозгобойни, мозгоквиз. Парень пытался сделать новую игру, которая еще не выходила на рынке США. Что-то пошло. Было ощущение, что фотографии действительно можно зарабатывать. А дальше я уже начинал давать рекламу, пробовать различные связки, методы, улучшать свой сайт, улучшать свой Инстаграм, чтобы клиенты меня находили и могли понимать, что я фотограф. На первые результаты у меня ушло, наверное, месяца 3, чтобы почувствовать реально, что это работает. Весь путь нужно пройти точно так же, как и в Беларуси, России или Украине. Необходимо нарабатывать клиентскую базу, необходимо общаться с людьми, и уже там через год, 2, 3 у тебя будет постоянный поток заказов. Но в самом начале это нереально. Для того, чтобы ощутить рост и результат, необходимо запастись терпением и очень много времени потратить на развитие себя фотографии. И, как оказалось, работа фотографом не заканчивается фотостудией либо фотосъемкой, потому что есть еще пару нюансов. Когда у меня появилась первая камера и первый хороший объектив, я был уверен, что этого достаточно для того, чтобы приезжать в студию, нажимать на кнопку, и получались хорошие фотографии, за которые тебе платят деньги. Но оказалось, чтобы быть фотографом, фотографировать недостаточно. Я столкнулся с тем, что кроме того, чтобы фотографировать, естественно, нужно обрабатывать фотографии. Это занимает время. Размещать рекламу. Окей, с этим разберемся. Необходимо вести коммуникацию с клиентами, и эта коммуникация забирала больше всего времени. 3 дня в неделю общаешься с клиентами, 4 дня ты можешь потратить на съемки. День ты тратишь на то, чтобы разместить рекламу. 2 дня на обработку. То есть, кроме того, что ты фотографируешь, ты тратишь еще огромную кучу времени на абсолютно разные вещи, которые косвенно связаны с фотографией. А еще стоит не забывать социальные сети, которые необходимо вести в современном мире. И там создание сайта, промоутинг, какие-то визитки. Вот это вот все, это то, что требуется от предпринимателя в частности. И чтобы быть коммерчески успешным фотографом, с этим необходимо разбираться самому. В силу того, что я такой человек, наверное, немножко ленивый, я решил эти задачи разбирать постепенно. Первое, что я начал делать, это делегировать обработку фотографий ретушерам, которые сейчас у меня работают в Украине и Казахстане. Дальше. Мне необходимо было как-то общаться с клиентами, это все еще занимало огромное количество времени. Я решил тоже избавиться от этой проблемы, потому что это реально очень много времени занимает. И что немаловажно, когда ты получаешь отказы от клиентов, это демотивирует. Поэтому я решил взять себе ассистента, который мне будет помогать. То есть всей коммуникацией с моими клиентами занимается мой менеджер Ира. Привет тебе. Для себя я понял, что делегирование – это та вещь, которая поможет мне развиваться как бизнесмену. И сегодня я думал о такой вещи, что очень часто, наверное, это касается не только меня, но и многих других предпринимателей, людей, которые идут в бизнес. Есть большой страх платить деньги кому-либо за их работу, потому что, кажется, я сам могу эту сделать работу, и это будет дешевле, чем кому-то платить. Но я всегда старался думать по-другому, что, смотри, я экономлю час, и я за этот час могу сделать съемку за $400, а там я плачу $30 за работу, либо $40 за работу, да? И так я могу зарабатывать больше и вкладывать свое время и силы в развитие своего бизнеса в долгосрочной перспективе, а не затыкать срочные задачи в коммуникации либо в обработке. Поэтому сейчас у меня такая цель — нанимать больше людей, развиваться как бизнес, как агентство, делегировать смело какие-то задачи, потому что каждая работа, каждое действие, оно ведет к какой-то большой цели. За время работы в Америке, за эти 3 года, я понял, насколько важна благодарность и позитивный фидбэк, да и вообще, в принципе, любой фидбэк от клиентов, как это позволяет развиваться и оставаться замотивированным в работе. Однако благодарность и хвала бывает не всегда. А сейчас я иду из китайского квартала через маленькую Италию. У меня сегодня съемка в ресторане. Это компания, которая занимается диджитал-рекламой. Они делают встречи со своими клиентами, либо новыми, либо старыми, устраивают такие ужины. На эти ужины они приглашают ЛПРов из других компаний, своих партнеров, и просто с ними общаются за жизнь, налаживают хорошую, крепкую коммуникацию, потому что, я думаю, там бюджеты многомиллионные,
время и потратить $100-150 на человека, на то, чтобы закрепить с ним какие-то хорошие дружественные отношения и хорошие рабочие отношения, это совсем недорого. Интересное место, где я могу, кроме того, что фотографирую, я могу еще послушать, о чем говорят, о каких-то тенденциях, о том, как развивают бизнес, о том, как бизнесмены коммуницируют друг с другом. Это мне очень нравится в моей работе, то, что я могу бывать на таких мероприятиях и получать какие-то инсайты из первых уст. Этот ресторан — это следующее место, где у меня будет фотосъемка. Опять у нас ночью выпал снег. В этом году в Нью-Йорке снег выпадает чаще, чем в Беларуси. И вот здесь такое здание, чисто нью-йоркский вайб. Вон там чувихи стоят на балконе, курят. Кругом граффити. И вот такая красота кругом. Выглядит прикольно, да? Вот со всеми этими проводами и со всей этой коммуникацией. Постепенно приближаемся уже к концу, к развязке. Почему я разочаровался в фотографии? Вот осталось буквально 2 пункта. Следующий пункт очень странный, и, наверное, он непонятен был бы мне, если бы я рассказывал себе в прошлом, тому, кто был в Беларуси, потому что здесь буквально за последние 3 года, вот сколько я фотографирую в Нью-Йорке, я понял, насколько важен фидбэк и важен позитивный фидбэк от клиентов. В Беларуси я фидбэка на фотографии получал крайне мало. Возможно, потому что я работал в такой среде, в профессиональных ивентах, и если тебя берут на следующую фотосъемку, это значит, что твоими работами довольны, с тобой работать комфортно, хорошо, все рады этому. Здесь, с самых первых шагов, это было непонятно, и было круто то, что люди, которым ты отдаешь фотографии, либо показываешь, они всегда говорят: вау, ты крутой фотограф, у тебя крутой взгляд. Конечно, говорят, что американцы, они лицемерные, и здесь культура быть таким дружелюбным и хорошим человеком, но скажу вам честно, мне реально все равно. Даже если это часть культуры, если они вежливые просто потому, что это необходимо быть таким, это приятно. Когда я начал получать обратную связь, я взглянул по-другому на свои фотографии. Я стал думать: блин, да я круто снимаю, людям нравится. Как попасть в это окружение, как к этому прийти? Ну, нужно, наверное, формировать окружение вокруг себя, общаться с теми людьми, которые ценят фотографию, которые могут искренне тебе сказать, когда им нравится твоя работа, но при этом не забывать о том, что необходимо все-таки получать и качественный фидбэк, хорошую критику и учиться ее воспринимать. В моем мироощущении, которое сформировалось за последние 3 года, похвалы должно быть чуть-чуть больше. И тогда ты будешь чувствовать себя хорошим, качественным специалистом, а не говном, которое плывет где-то и пытается что-то еще снимать и самоуничтожается день ото дня. Нужно в себе выстроить какую-то уверенность в том, что ты снимаешь круто и делаешь продукт, который нравится. Для этого нужно формировать какие-то моменты, которые помогают самоутверждаться. Необходимо все-таки смотреть свои фотографии, пересматривать, которые ты там делал 6 месяцев назад, либо год назад. Лично я в своих фотографиях через время всегда вижу крутые фотки, крутые работы. Второе — это цена, которую ты себя продаешь. Всегда можно пробовать поднимать цену. Если тебе откажут по цене, ну, наверное, это нормально. Если тебя продолжают покупать и спрос продолжает расти, то стоит признавать, что ты крутой фотограф. И всегда необходимо сравнивать себя не с другими фотографами и не с другими людьми, а себя самим собой, но несколько лет назад. В общем, очень важно найти свое окружение, которое будет ценить тебя, твою работу и давать тебе хорошую обратную связь, либо качественную критику, которая позволит тебе развиваться. И вот когда уже наступил тот момент, когда ты сформировал окружение, когда ты выстроил все процессы, ретушь, менеджмент, SMM, и вот все уже работает, к тебе приходит клиент и говорит: а ты видео снимаешь? Мы уже давно рилсы грузим. Нам эти фотографии не нужны. Может, ты можешь снять? И тут вот начинается следующий момент. И еще в 1997 году Билл Гейтс сказал, что контент король, а сейчас видеоконтент король, потому что абсолютно все занимаются производством видеоконтента для того, чтобы продвигать себя, продвигать товары. И здесь необходимо оставаться на волне и быть в тренде. Поэтому, глядя на современные тенденции, я решил переквалифицироваться из фотографа в визуального артиста. А кто это такой, я расскажу дальше. Достаточно простой ресторан. Выглядит как сарай, но это стиль, и здесь такое любят. Я, как и говорил, здесь обычное такое мероприятие. Это встреча с партнерами, встреча с клиентами, поэтому просто сделать тут мне надо 50, 60, 70 фотографий. Сниму немножко видео, об этом мы поговорим немножко позже, про то, как сейчас фотографу нужно выживать и что нужно уметь делать и фото, и видео. Достаточно простая работа, по фотку и поеду потом домой.
Ну вот получается, что съемки уже уходят на второе место, потому что, особо нового ничего не могу показать. Репортажка как репортажка. Остается делать акценты на заведениях. Вот такой вот прекрасный ресторан амбарного типа. Деревянная мебель, найденная на задворках цивилизации. Какие-то старые мумифицированные животные здесь висят. Корзины, картины, книги, животные, птицы, цветы. Как на даче. Вот это вот любят в Нью-Йорке. Это дорогой ресторан. Здесь средний чек по Google Maps это $50-80. Если сюда прийти поужинать вдвоем, я думаю, $200 можно вложиться. Место выглядит дорогим. Хоть оно и выглядит хреново. Как хреново? Это стиль, это вайб, это Нью-Йорк. Вот в Нью-Йорке такое обычно дорого. Вот здесь вот такая небольшая кухня, которая обслуживает 2 этажа этого ресторана. Барчик и дальше ресторан. Кстати, по выходным здесь всегда биток в этом ресторане. Просто так без брони не зайти, не сесть. И вот я вижу, что люди до сих пор продолжают идти. Это еще только 7 часов и пятница. Так, давайте уже продолжим и, наверное, закончим на разочаровании в фотографиях и пойдем работать дальше в мувинге, на траках и официантами и ждать своего лучшего будущего. Кто такой визуальный артист? На данный момент сложно быть только фотографом или видеографом, нужно как-то комбинировать оба этих направления. Визуальный артист — это тот, кто может и понимает, как работает видео, как работает фото, и может сделать из этого что-то интересное. Где-то даже подключив графику и искусственный интеллект для создания интересного контента. Это очень прикольно, это то, куда движется современность, что ты уже не можешь мыслить просто фотографиями, либо просто видео, нужно мыслить какими-то новыми формами. Это то, к чему я стремлюсь и куда я двигаюсь. Как я к этому перехожу и что я для этого делаю? Во-первых, контент-король. Видеоконтент — это просто best of the best. Это то, что сейчас двигает интернет и то, что двигает продажи. Раньше это был дропшиппинг через какие-то сайты, через рекламу. Сейчас социальные сети. Инстаграм, TikTok и YouTube. Все это визуальный контент. Чтобы быть визуальным артистом, нужно понимать, как снимается видео, композицию, свет, где-то графику, где-то какие-то технологии в программах, как что сделать, где-то поправить звук, где-то сделать звук. Конечно, очень сложно быть мастером во всем этом, но к этому можно стремиться, из этого можно делать что-то, экспериментировать, где-то снимать кино, где-то снимать видео. Как это продать в коммерцию? Можно всегда снять прикольный ролик, прикольное видео и создавать что-то новое, необычное. Чтобы делать прикольный, необычный контент, нужно развиваться и смотреть во все стороны. Как я вижу это перестроение в ближайшее время? Например, в данный момент у меня очень часто спрашивают, а ты можешь кроме фото снять нам еще и видео? Теоретически не хотелось бы это делать, но могу и иногда делаю. Но как я снимаю? Я не снимаю и фото, и видео одновременно, да? Я могу снять немножко какие-то видео для рилсов, где-то на телефон, где-то подснять на камеру, но это все не имеет никакого смысла, потому что для визуального артиста сейчас важно еще понимать цель, зачем все это делается. Если мы делаем это для продаж, то нужно понять, кто твоя аудитория и что интересно этой аудитории, да? И для этого снимать видео. Просто обзорные видосики — это все фигня, реально. Ты берешь просто телефон, где-то что-то подснял и отдал, и забыл. Но чтобы сделать что-то интересное, нужно подумать, какой сценарий должен быть, нужно подумать как маркетолог, а кому это может быть интересно, кто твоя аудитория, и от этого двигаться. Поэтому современные навыки для визуального артиста и вообще фотографа — это не только фотография и видеосъемка, а это сюда еще и маркетинг, и сценарные какие-то работы, и визуальные красивые эффекты сделать, коммуникация с клиентом и продажи. Я уже наплел всего, сюда. Это все про фотографию. Если хочется быть коммерчески выгодным, то нужно уметь делать много вещей. Конечно, классическая фотография, где мы просто фотографируем семьи, либо энгейджменты, она останется. Но всегда будут люди, которые будут предлагать, кроме фото, записать еще и рилсик. И за час спокойно можно сделать 30 фоток, 2 рилса, которые можно запостить, и пара будет счастлива, и ты останешься в шоколаде. Конечно же, можно добавочную стоимость увеличивать. Хочешь оставаться на волне, смотри, куда идут тренды. А если ты хочешь просто нажимать на кнопку и фотографировать моделей, наверное, коммерческого успеха добиться будет очень сложно. Если ты добьешься, я буду только счастлив за тебя. Но путь в коммерческую фотографию лежит через клиента и через потребность клиента. Надеюсь, тебе было интересно посмотреть это видео
видео и узнать о моих болях, через которые я проходил степ-бай-степ, в чем я разочаровался и что было для меня удивлением и чем-то новым в карьере фотографа. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что тебе было интересно, а что было неинтересно. Если тебе не интересен мой канал, тебе нужна иммиграция, не интересна фотография, отписывайся. А если ты мой друг, нравится тебе мои видео, то welcome. Я жду тебя на следующих видео, где я буду рассказывать больше про фотографию и про свои съемки, и про свою жизнь. Давай, пока!